Люксовая обработка порой ставит нелегкие задачки там, где в обычной ситуации трудностей не возникает. Сегодня будем втачивать рукав на рубашке за пошивочным швом в закрытую пройму. Я поделюсь своими находками, как это можно сделать тонко и красиво. Это канал «Шьем с умом», с вами Александра. Давайте начнем. Рукав, который я буду втачивать, имеет свои особенности. Во-первых, шов рукава примерно на 2 см отведен от верхнего окончания бокового шва, для того, чтобы не создавать в месте их стыка утолщения. Вот как видите, он немножко отходит в сторону. Пройма у меня высокая и имеет круглую форму. И самое главное, что посадка по рукаву составляет 5 сантиметров. Обо всем этом более подробно можно посмотреть в видео про моделирование рубашки. Ссылку я оставлю в описании. Размер посадки вызвал больше всего вопросов. Это действительно для рубашки очень большая посадка, но дело в том, что моя модель предполагает сборку по окату. Такая сборка – это элемент итальянской традиции. Они ее любят делать не только на рубашках, но и на пиджаках, что, конечно, для нашего глаза не очень привычно. Хотя говорят, что в московском ЦУМе можно такое найти. Напишите, если встречали что-то подобное в магазинах. Как бы то ни было, я надеюсь, мне сегодня удастся снять все вопросы. Классический вариант обработки предполагает втачивание рукава рубашки за пошивочным швом. С точки зрения комфорта, наверное, это лучший вариант, поэтому я сделаю точно так же. Подготовим рукав к втачиванию. Рукав у нас вывернут на лицо. Ширина припуска по окату у меня 1,5 сантиметра. И 5 миллиметров из этого припуска нам необходимо отвернуть на лицо, приутюжить и заметать. Я заутюжила часть припуска на лицо и заметала. Теперь нам необходимо подготовить сборку. Для этого я проложила специальную строчку временную по верхней части оката рукава. Подробно я не буду останавливаться на том, как ее выполнить. Если кто не знает, я об этом рассказывала в видео про обработку манжетов. Ссылку я оставлю в описании. Строчка проходит на расстоянии 2-3 мм от линии втачивания рукава в сторону припуска. Начало и окончание строчки определяется следующим образом. Сборка и посадка у нас должны быть расположены в верхних третях оката. То есть это можно высчитать точно, но я это определяю примерно. Складываю рукав по линии середины, это вот вершина оката, и отталкиваюсь от тех точек, где проходит сгиб рукава, и к ним прибавляю еще примерно по паре сантиметров. Это и будет начало и окончание технической строчки. Теперь нам необходимо собрать эту сборку, и это удобнее делать уже на пройме. Вот пройма, изделие обращено к нам изнанкой, и я приложила уже рукав. До точек начала и окончания технической строчки мы просто совмещаем лекальные линии проймы и рукава и их скалываем. И далее мы можем стянуть нашу сборку, ориентируясь на оставшуюся длину проймы. Так, я собрала окат, и вот у меня примерно что получилось. Излишек по окату необходимо распределять следующим образом. Самая густая сборка, то есть, собственно, то, что будет выглядеть как сборка по окату, должна распространяться примерно на 4-5 сантиметров в самой верхней точке оката. То есть от вершины оката в каждую сторону должна продолжаться примерно 2-2,5 сантиметра. Все остальное расстояние мы делаем не сборку, а посадку. То есть стягиваем окат совсем немного, так чтобы в итоге это не было видно как сборка, а просто формировала форму рукава. После того, как мы распределили сборку, мы точно так же закалываем все, совмещаем вершину оката и верхнюю точку проймы. И также я еще на всякий случай сметала детали кокетки, чтобы они не сместились случайно. После того, как мы все зафиксировали, можем проложить машинную строчку. Я проложила строчку. Давайте проверим, как это все выглядит. Вот, обратите внимание, на вершине оката у нас сборка, а далее у нас идет посадка, которая будет как бы огибать плечо. Теперь нам необходимо снять эту временную строчку, которая у нас формировала сборку, и хорошенько шов приутюжить. Итак, мы приутюжили шов. Теперь нам нужно срезать излишек припуска по пройме до ширины примерно 5 мм. И опять пойти на утюг и заутюжить припуски таким образом, чтобы припуск рукава оказался сверху. Я провела влажно-тепловую обработку и срезала излишек припуска по пройме. Теперь нам предстоит самый ответственный и
сложный этап обработки. Ответственный он потому, что вид этой обработки с лица будет показательным для всей рубашки. А сложность в моем случае заключается в том, что рукав у меня полностью вточной, а не полувточной, когда шов рукава и боковой шов собираются вместе. И в случае, когда рукав полностью вточной, разложить припуск рукава и запошить этот шов не получится, потому что внизу по пройме будет сильно стягивать. Честно говоря, друзья, я не нашла внятного и однозначного решения этого вопроса в интернете, поэтому, если у вас есть какие-то идеи или версии, буду признательна, если напишите в комментариях. Мое решение будет следующее. Для того, чтобы уменьшить вот эту разницу в диаметрах строчек, по низу проймы нужно максимально заузить ширину шва. В самой нижней части проймы я уменьшила ширину припуска по полочке и спинке до 3 мм, по припуску рукава я оставила ширину 7 мм и плавно сравняла с основной шириной припуска. Таким образом, уменьшение припуска у меня приходится на нижнюю треть проймы. И теперь нам осталось запаковать этот шов. Мы накрываем более широким припуском, более узкий, и прокладываем фиксирующую строчку. Это можно выполнить на машинке. Я буду прокладывать строчку ручным потайным стежком. Я зафиксировала край припуска потайным стежком. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Как видите, ширина припуска плавно уменьшается в направлении основания проймы. На вершине проймы у нас по припуску также идет сборка, это нормально. Ширину стежка здесь лучше делать не очень большой, 2-3 мм. И самое главное, давайте посмотрим, как наша обработка выглядит с лица. Это полочка. Мы видим, что у основания проймы ничего не стягивает. Это значит, что данный способ обработки работает хорошо. Строчки практически не видно. Для этого я зацепляла буквально 1-2 ниточки основной ткани. В районе кокетки у нас никакой строчки нету вообще, потому что мы припуск фиксировали к нижней кокетке. Пишите свои замечания и вопросы в комментариях, а мы тем временем подошли к кульминации нашей истории про рубашку, и в следующем видео будем выполнять воротник. С вами была Александра на канале Шьем с умом. Пока-пока!